Снимаем резинки направляющих суппортов. Первым делом нужно запустить сюда отвертку маленькую. Чем меньше, тем лучше. Вот так на сквозняк запускаем. Далее нам нужна отвертка побольше. И складываем пыльник. Далее поддерживаем второй рукой. Убираем отвертку большую. Заводим ее с обратной стороны. И поддеваем наш пыльник. Берем за резинку и подтягиваем ее. Сняли. Так выглядит старая резинка. Сейчас сравним с новой. Вот новая резинка, это старая. Отверстие здесь уже разбухшее. Снимаем вторую резинку. Так же само устанавливаем мелкую отвертку под резинку. Вот так. Далее нажимаем по центру. Удерживаем второй рукой. Заправляем с обратной стороны отвертку побольше. Поджимаем. И удаляем старую резинку с суппорта. Резинка уже очень дубовая, пересохшая и раздатая. Далее очистим внутреннюю часть суппорта и посадочные места резинок направляющих при помощи очистителя для суппортов и тормозной системы. Пройдемся щеточкой. Далее нам понадобится бескислотный очиститель ржавого налета от Koch. На места установки резинок направляющих суппортов нанесем бескислотный очиститель ржавого налета и пройдемся со щеточкой. И смываем очиститель ржавого налета. Протираем тряпочкой. Посадочные места резинок также пройдем тряпкой с отверткой. Еще раз смоем. Далее приступаем к установке новых резинок по Quick Break. Устанавливать будем ремонтный комплект по производителю Quick Break. В комплекте есть смазка. Распечатываем. Промазываем резинку. Так. И устанавливаем в посадочное место. Сейчас еще добавим смазочки.
Провернем. И устанавливаем. Так, втулка на месте. Сейчас мы проверим ее направляющей. Так, отлично заходит направляющая. Приступаем ко второй. Наносим смазку. Равномерно. И устанавливаем в посадочное место. Так. Так. Резинка на месте. Удаляем остатки смазки и проверяем втулку, насколько она хорошо заходит. Отлично. Идеально. Еще раз. Тоже идеально.